конце октября в Москве прошел итоговый форум отрасли «Российская энергетическая неделя». Невероятное количество панельных сессий, двухсторонних и многосторонних встреч, контактов на ногах, более 7 тысяч участников и посетителей, первые лица государств и правительств. Организационно все великолепно. Итоги подвести невозможно просто физически. Но недовольных нет ни среди участников, ни среди журналистов. Надо отдать должное Росконгрессу. Все, что происходило на панельных сессиях, при желании можно просмотреть в архиве «Российской энергонедели». Все выступления аккуратно сняты, оснащены синхронным переводом на язык наиболее вероятного противника. Найдутся ли такие желающие искать смотреть? Да кто ж его знает, жизнь покажет. Зафиксированы ли какие-то обязывающие контракты? Поискать можно, наверное, найти. Но на слуху и на виду меморандумы, которые, конечно, имеют шансы стать реальными проектами, вот только системно отслеживать это никто не намерен. Аналитика, подведение итогов, хотя бы краткий обзор того, что было намечено и далее выполнено, не выполнено на предыдущих российских энергонеделях, это никому не надо. Казалось бы, раз форум называется «Энергетическая неделя», это прямая обязанность профильного министерства, но персонально мне это даже казаться перестало. Не до того Министерству энергетики, просто не до того. На Восточном экономическом форуме это уважаемое ведомство, как котенка, тырсали в блюдечко за неразработанную индивидуальную стратегию развития энергетики Дальневосточного федерального округа. Срок этой работы давно закончился. Но и на Российской энергонеделе об этом ни звука, ни байта. 12 апреля этого года правительство утвердило энергетическую стратегию на период до 2050 года, разработанную Минэнерго с опозданием на пару лет. В распоряжении правительства по этому поводу наличествует пункт номер 4, цитирую. «Минэнерго России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представит в 6-месячный срок проект плана мероприятия по реализации стратегии». 6 месяцев со дня постановления истекли 12 октября. То есть РЭН, которая прошла в этом году с 15 по 17 октября, явно была бы отличной площадкой, на которой был бы обнародован этот самый проект мероприятия. Было бы, если бы многоуважаемая Минэнерго изволила ответственно относиться к распоряжениям правительства и поручениям президента. Но не до этого сейчас, поскольку без того хлопот выше головы. Разработанные Минэнерго и Минфином пожарные меры, безусловно, смягчили кризис угледобывающей отрасли, но полностью ликвидировать его так и не смогли. По итогам 2024-2025 годов убытки профильных компаний, по оценкам экспертов отрасли, составят около 1,5 триллиона рублей. О том, что происходит на внутреннем нашем рынке нефтепродуктов, сказано уже миллионы слов, в том числе и в наших роликах. Но единственная надежда на то, что обстановка нормализуется, это упование на то, что зимой спрос упадет. Ремонты нефтеперерабатывающих заводов успешно завершатся, а стихийные бедствия в виде падающих обломков прекратятся. Лучше всех ситуацию описывает, конечно, вице-премьер Александр Новак. Снова цитирую. Правительство будет следить за тем, чтобы потребители в России были обеспечены необходимым количеством нефтепродуктов. Ситуация на данный момент в целом стабильная. Сохраняется запрет на экспорт топлива. Также прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка. Предлагаю считать, что вот сейчас я поднялся из кресла, вытянулся в струнку и аплодирую, постепенно переходя к овациям. Уверен, что наши немногочисленные зрительницы и слушательницы вот прямо сейчас извлекают из платяных шкафов чепчики, дабы подбрасывать. Не менее изумительная ситуация в электроэнергетике. Я тут наискосок бегал, с вашего позволения. Объединенная энергосистема «Юга», 16 августа 2024 года. Конкурс на строительство новых электростанций не состоялся. Подана одна ценовая заявка, не соответствующая условиям конкурса. Проектов не отобрано. Объединенная энергосистема «Востока», 19 августа 2025 года. Конкурс на отбор новых мощностей сорван, ни одной заявки. Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, 1 октября 2025 года. Конкурс на отбор мощности на строительство новых объектов генерации признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Замещение ТЭС-14. УГТС-72, ПАО «Передвижная энергетика». Прием заявок со 2 по 8 апреля 2025 года. Конкурс признан несостоявшимся из-за отсутствия ценовых заявок. Официальное сообщение системного оператора «Единая энергосистема» от 9 апреля 2025 года. ТЭС «Салехард». ТЭС-14, акционерное общество «Салехард Энерго», ЕНАО. Прием заявок 24-30 сентября 2025 года. Конкурс признан несостоявшимся по той же причине, не подано заявок. Подтверждено пресс-релизом системного оператора от 1 октября 2025 года. При этом системный оператор относится Объединенная энергосистема Юга и Объединенная энергосистема Востока к традиционным зонам технологически необходимой генерации.
А в новой схеме и программе развития СИПР на 26-31 годы непокрываемый дефицит в объединенной энергосистеме Центра к 2030 году составит 564 мегаватта. Так что уж кому-кому, а Министерству энергетики сейчас точно не до итогов российской энергонедели. Тут не успели в срок, там не успели в срок, здесь убытки, тут рост цен, рост тарифов, да еще и отопительный сезон на носу. Режим ЧС пока не введен, в отличие от той же Киргизии, где еще год назад схожая ситуация, полномочия Минэнерго резко, кратно расширили, а всевозможные либеральные экономические постулаты отодвинули в сторонку. В России на это пока никто не решается. Возможности Минэнерго остаются прежними, и события текущего года показывают не до стратегических документов сейчас, поскольку настало время работы в практически пожарном режиме. Если называть вещи своими именами, то кризисное явление у нас сейчас сразу в 3 отраслях. В угольной, на внутреннем рынке нефтепродуктов и растущие проблемы в электроэнергетике. С учетом того, что наступает новая зима, которую господа синоптики предрекают суровее предыдущих, успевать бы справляться с текущими вызовами, которых стараниями коллективно обезумевшего Запада становится, к сожалению, только больше. Скорость, с которой происходят изменения, не позволяет Минэнерго реагировать с темпом, который необходим. Вот только считать, что только оно само и виновато в сложившейся обстановке, неверно. Инициатива в проведении пресловутого большого налогового маневра в нефтяной отрасли принадлежит Министерству финансов, которое было дружно поддержано и Государственной Думой, и Советом Федерации. Прекрасное решение лишить Минэнерго всех хозяйственных функций, передать все, что касается энергетического и электротехнического машиностроения и оборудования, Министерству промышленности и торговли. Тоже решение законодательной власти. Депутаты прекрасны в своей высочайшей государственной мудрости. Ежегодно при обсуждении бюджета голосовать за рост ставки акцизного налога на топливо. Теперь вот еще и ставки НДС. Дает им прекрасную возможность через несколько месяцев возмущаться ростом цен на нефтепродукты. Впрочем, об этом можно говорить сколько угодно. Демократия нам ведь в 1991 году и требовалась для того, чтобы мы получили вожделенную свободу слова, не так ли? Так что нормально. Васька слушает, да ест. Давайте сегодня не о мировом топливно-энергетическом комплексе, не о мировых рынках первичных энергоресурсов, хорошо? Чертовски интересно, как там у этих, которых нельзя называть, крайне занимательно просматривать списки обанкротившихся европейских компаний реального сектора экономики, как лихо у них там скачут и даже скочут цены на газ и на электроэнергию. Какие санкции против России они еще умудрились сочинить. Но только как надоело, поскольку персонально для меня этот коллективный Запад интересен как флешмоб по мультику «Остров невыученных уроков». Ни малейшего желания радоваться в связи со смертью чьих-то там коров. Важнее другое – уметь видеть их ошибки и анализировать причины их появления, и то, каким следствием привели и приводят эти ошибки. Исключительно для того, чтобы учиться на чужих ошибках, а не прыгать по граблям, изумляясь точность попадания ручки по лбу. Все побежали, и я побежал. 5 лет назад Россия решением уважаемого правительства внезапно ринулась в водородную стратегию. Ни на йоту не обращая внимания на то, как против этого творческого замысла протестовали едва ли не все независимые отечественные эксперты энергетической отрасли. 100 миллиардов рублей из государственного бюджета было выделено на это новое и невероятно перспективное направление. Не кто-нибудь, а сам Анатолий Чубайс, человек невероятной интеллектуальной мощи, предрекал, что уже к 2030 году мировой рынок водорода будет ворочать сотнями миллиардов долларов, принося неисчислимые прибыли тем, кто вовремя ринулся к новой и даже новейшей технической революции. 5 лет прошло. И на Западе внезапно выяснили, что этот чудесный и местами чудесатый рынок способен возникнуть только при предложении щедрых государственных субсидий. Нет, персонально я ничего не имею против, если эти 100 миллиардов казенных рублей пошли на научно-исследовательские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. Отечественному материаловедению любой костыль впору. Но, простите, окупаться эти научные изыскания когда и как будут? Почему на направление разработки и выпуска оборудования для производства СПГ бюджетных денег было выделено 24 миллиарда рублей, а на водородную стратегию 100 миллиардов рублей? А сколько и для чего именно рублей вкладывали под еще более чудесную технологию улавливания и захоронения углекислого газа в подземных хранилищах? На серьезных щах ведь уже приступили к разработке отдельных трубопроводов вместе с компрессорными станциями, голосили об этом на каждом углу, чтобы что. Знаете, давно уже хотел поделиться одним интересным наблюдением. Наш новый министр энергетики любит повторять слова о великом наследии наших предков, о плане ГЛРО, о результатах его реализации.
План ГЛРО, рассчитанный на 10 лет, сначала восстановления, а потом развития энергетической системы страны, это около 800 страниц. Это четко выделенные разделы, подразделы, главы и параграфы, под каждым из которых стояли подписи совершенно конкретных людей. Я сейчас не о том, что подавляющее большинство разработчиков ГЛРО – инженеры, получившие образование и практический опыт в дореволюционное время, а именно о том, что эти специалисты, профессионалы, не стеснялись ставить свои инициалы под разработанными ими документами. Состав комиссии ГЛРО известен поименно. От ее главы Глеба Максимилиановича Крыжановского до тех, кто привлекался к разработке плана на временной основе. А вот у любого стратегического документа, принимаемого в наши дни, авторов-разработчиков нет. Еще раз, для полного понимания. 1920 год. Феликс Эдмундович жив и вполне работоспособен. Документ под названием «План ГЛРО» разрабатывается бывшими буржуазными специалистами. Уровень ответственности и скорость исполнения ответственности напоминать надо? А что у нас такого тревожного в последние десятилетия, заставляющего разрабатывать стратегической для экономики важности документы строго анонимно? По какой причине разработчики стали столь стеснительны? Энергетическую стратегию России на период до 2050 года разработало Министерство энергетики, утвердило правительство. Аналогично с генеральной схемой размещения новых объектов генерации на период до 2042 года. Аналогично с ежегодно обновляемыми пятилетними схемами и программами развития, схемами, которые разрабатывает системный оператор, утверждает Минэнерго. Чего опасаемся, господа разработчики? Ответ, на мой взгляд, очевиден, укладывается в одно слово – ответственность. 100 лет назад ее не боялись, а сейчас... Сделайте выводы самостоятельно, не хочу навязывать свое личное мнение. Отсутствие имен разработчиков у энергостратегии 2050 – одна ее особенность. Другая – краткость, переходящая в лапидарность, простите. План ГЛРО на 10 лет – 800 страниц. Энергетическая стратегия, утвержденная в январе этого года на 25 годиков вперед, 110 страниц. В одном документе детализация, подробности, планы строительства не только и не столько электростанций и линий передач, сколько строительства будущих основных потребителей электроэнергии. В другом – оценка мировых рынков и тенденции и общефилософские рассуждения. Почему? Да потому что ГЛРО был именно что государственным планом конкретной работы. А в случае энергостратегии мы видим документ сугубо ведомственный. Нет у Минэнерго полномочий предлагать согласовывать свои планы с прочими ведомствами. С Министерством промышленности, с Министерством транспорта, с Министерством финансов. И никто о необходимости расширения полномочий Минэнерго даже задумываться не пытается. Важнее, судя по всему, не реалистичность разработанного документа, а галочка в отчете. Президент поручил, правительство выполнило. Соответствующую папку можно положить на полку. С чем можно сравнить? Схема и программа развития – зона ответственности системного оператора, который предлагает следующий алгоритм. Создается специальный отдельный сайт, на котором публикуется проект схемы программы развития. И на этот сайт принимаются все замечания, пожелания, исправления, требования к ним только одно – идентификация, дабы не появился вал анонимок. Только после рассмотрения и приема всех дополнений, замечаний и пожеланий системный оператор предоставляет документ Министерству энергетики, а после утверждения в нем на рассмотрение правительства. План ГЛРО. Гласное участие специалистов-разработчиков. Утверждение итогового документа сначала на 8-м Всероссийском электротехническом съезде в ноябре 2020 года. Да-да, эти съезды как начали проводить в начале 20 века, так продолжали после Октябрьской революции. И только потом в Совете народных комиссаров, так тогда именовалось правительство России, и в окончательном виде на 8-м съезде Советов. Сначала документы изучили профессионалы отрасли, инженеры энергетики. И только потом план ГЛРО отправился в кабинеты коридоры исполнительной и законодательной властей. И это не только регламент документного оборота. Тут кроется самое важное отличие всех нынешних стратегических документов от того, как разрабатывался план ГЛРО. Комиссия плана ГЛРО изначально была надведомственной, изначально выходила за любые рамки любых комиссариатов. Оказывается, в молодой Советской России руководство государства давало себе отчет в том, что речь идет далеко не только о строительстве электростанций и сетей.
В плане сразу проектировались якорные потребители, сразу проектировались жилые поселения для самих строителей и для промышленных предприятий, которые предстояло строить фактически синхронно с объектами генерации. Городки и города планировались сразу со всей социальной инфраструктурой, школами, больницами, рабфаками и даже вузами. Проектировались дороги между новыми населенными пунктами, между месторождениями угля и будущими электростанциями. Ничего подобного в наше время себе Минэнерго позволить не может. Вот тут граница интересов Минпрома. Вот здесь рубеж раскладов Минтранса. Вот тут зона ответственности Минэкономразвития, в которую ведомство никого не пускает. И далее по списку. Мы называем такой подход демократией. У нас так учат. Мне-то в голову приходят совсем другие слова, которые, если их причесать, можно свести в идиому разброд и шатания. При этом риск влезть в чужие интересы все равно остается. Вот и нет имен персоналей, разрабатывающих стратегические документы планирования. Ибо боязно. Страхов вообще много. Не секрет ведь, что в ТЭКе у нас хватает компаний, вес которых куда как больше, чем у Министерства энергетики. Если сейчас кто-то услышал слова «Газпром», «Роснефть», «Интеррау», «Лукойл», «Ростех», так это вам, уважаемые зрители и слушатели, послышалось. Можно сколько угодно ругать, критиковать Министерство энергетики за то, что энергостратегия 2050 явно сырая, неполная, противоречивая сама себе и другим стратегическим документам. Вот только стоит, мне кажется, признать как факт. В той бюрократической ведомственной системе управления, которая сложилась в России к настоящему времени, никакого иного результата ждать не приходится, поскольку все документы стратегического уровня планирования имеют один и тот же эпиграф «как бы чего ни вышло». Интересы ведомственные, групповые, частные и региональные – эта среда питательной признана быть не может ни при каких обстоятельствах. Изменить ее? Наверное, можно, но для этого требуется, чтобы внутри системы получило право на жизнь слово «ответственность». Слово страшное, ужасное для любого чиновника, для любого бюрократа. Президент поручил разработать стратегию к определенному сроку. Ты не справился без уважительных причин. Иди тротуар подметать вокруг своего министерства. Премьер-министр дал сроки на выработку дорожной карты, а ты изящно делаешь вид, что случайно забыл об этом? Вообще никаких проблем. Тут вон Канкунскую ГЭС собрались строить. Под водохранилище лес рубить и рубить, а в стране дефицит трудовых ресурсов. Вот только персональная ответственность во всей системе государственного управления по нынешним временам – это ближе к научной фантастике. И размышления на эту тему хороши для профессиональных политологов. Им и карты в руки. Персонально меня эта тема интересует только с одной стороны. Излишне громоздкая, излишне забюрократизированная система вредит энергетике, которая, как известно, фундамент экономики, а следовательно и нашего уровня жизни. Самое удивительное в сложившейся обстановке – тот уровень понимания энергетики, который раз за разом уверенно демонстрирует Владимир Путин, юрист по образованию. Давайте неполный перечень высказанных им соображений относительно энергетики за последние годы. 2020. Выступление на российской энергонеделе. Недословно, но близко к тексту. Энергопереход, предложенный и навязываемый Европой, возможно, дело полезное, но в каждой стране он должен осуществляться по ее собственному сценарию, с учетом геологических, климатических, экономических, демографических обстоятельств. Сейчас эта мысль постепенно становится мейнстримом. 5 лет назад шла вразрез и поперек. Услышали президента? Частично. С одной стороны, наше неистовое правительство именно в 2020 году выдало на гора водородную стратегию и стратегию низкоуглеродного развития России. В чистом виде калька с аналогичного рода документов, которые тогда наперебой принимали отдельные страны Евросоюза и это экономическое объединение в целом. С другой стороны, услышав дату, которую Путин обозначил в качестве достижения России углеродной нейтральности, 2060 год, напомню, Николай Григорьевич Шульгинов, который на тот момент руководил Министерством энергетики, инициативу мгновенно поддержал и развил. Недословно. Цель реальна, цель достижима. Но только в одном случае. Развитие электроэнергетики будет выстраиваться на основе долгосрочных, централизованных планов. Поручить такую работу можно только наиболее квалифицированным специалистам отрасли, системному оператору. Момент для такого фундаментального заявления был выбран безукоризненно точно. Оно прозвучало буквально через пару часов после выступления Путина, когда сторонники либеральной рыночной экономики пребывали в состоянии легкого нокдауна и открытого сопротивления оказать не смогли. В 2021 году, годом позже, Путин на Восточном экономическом форуме прямо мне в телевизор на диване сидящему: энергетика должна развиваться опережающим образом. Хорошо, что диван низкий, падать невысоко было. Я был уверен, что на моем веку эту мысль вслух уже не услышу. 4 года прошло.
Инициатива президента не поддержана. Конкурсы отбора мощности, конкурсы отбора модернизации действующих мощностей по-прежнему проходят по лекалам и правилам, завещанных нам великим энергетиком современности Анатолием Чубайсом. Проблема не в Минэнерго, не им правила писаны, не им придуман учет интересов всех небескорыстных товарищей, которые нам с вами совсем не товарищи. Сентябрь уже этого года. Очередной Восточно-экономический форум. Путин, при всех его внимании, уважении и даже любви к Росатому, напоминает, что угля в российских недрах припасено матушкой природой на добрую 1000 лет, а потому забывать об угольной генерации – преступление против здравого смысла. Вот тут цитата, благо короткая. «Уголь можно гораздо эффективнее использовать, одновременно при соблюдении всех экологических требований». Услышали в правительстве и в Минэнерго? Похоже, что нет. И очень надеюсь, что пока не услышали. Почему похоже, что нет? В этом году я постарался провести на Российской энергонеделе как можно больше времени, но не услышал ни одной профессиональной дискуссии по этому направлению. Эффективное использование угля при соблюдении всех современных экологических нормативов. Это ведь только звучит абстрактно. Современные экологические нормативы в комплекте с эффективностью. Любой специалист в отрасли эти слова на автомате раскладывает в набор технологий. Кипящие слои угля в топке, как минимум сверхкритические, а лучше ультрасверхкритические параметры пара, электромагнитные фильтры, фильтры для максимального полного улавливания окислов азота, безмазутный розжиг и россыпь вариантов переработки золошлаковых отходов. При этом, что самое занимательное, все эти технологии в России в наличии, просто находятся, что называется, в разных руках. И требуются только организационные усилия для того, чтобы собрать все компании, ими владеющие, в единый производственный пул. Минэнерго не успел отреагировать на новую инициативу президента? Но ведь кризис в угледобывающей отрасли у нас начался отнюдь не осенью этого года, а, к сожалению, значительно раньше. И реакция Минэнерго, которую мы наблюдаем, ровно такая, какая и возможна в нынешних условиях. Все усилия сосредоточены только на проблемах добычи и транспортировки угля по экспортным каналам. Так работает пожарная команда. Сначала нужно срочно погасить пожар, а уже потом искать время на то, чтобы проанализировать причины его возникновения и ликвидировать их всерьез надолго, а лучше навсегда. Минэнерго – орган исполнительный, и исполнять ему сейчас приходится столько всего и сразу, что времени на осмысление более фундаментальных причин происходящего у него просто нет. Нет ничего удивительного в том, что еще на одну инициативу президента Минэнерго не успевает отреагировать. Еще одна цитата, теперь с Российской энергонедели этого года, 15 октября. Длинная, но она того стоит. Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Очевидно, что направления, о которых только что сказал, являются мощным фактором развития. Они во многом определяют глобальную конкурентоспособность стран, эффективность национальных экономик и качество жизни людей. А значит, наши планы по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса должны учитывать все эти тенденции. Мы так стараемся делать. В том числе предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики дата-центров объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми, то есть их далеко и долго перевозить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи. Прошу правительство представить предложение по организации такой модели. Еще разок, чтобы подчеркнуть главное. В том числе предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики, дата-центров, объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми, то есть их далеко и дорого перевозить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи. Ау, господа угольщики, речь ведь и о вас. Не получается рентабельно экспортировать добычу? Признайте, что ваш уголь и есть тот самый запертый продукт. Вот и решайте, как эффективно использовать этот продукт на месте добычи для всего перечисленного, для инструментов искусственного интеллекта, блокчейна, объектов хранения и обработки данных. Не тащите уголь из Кузбасса по дорогим вашему сердцу и кошельку трассам РЖД за несколько тысяч километров к берегам хоть какого-то из наших морей, а на месте используйте, причем эффективно используйте. Правительство вот только попросили предложить варианты такой модели. Оно еще толком понять не успело. А бизнес, в том числе и частный, отреагировал просто мгновенно. Вот прямо на РЕН-25. За пару часов до выступления президента было подписано соглашение государственной компании «Росгидро» и частной компании АФК «Система».
150 мегаватт свободных мощностей Усть-Среднекамской ГЭС, второй ГЭС Колымского каскада в Магаданской области, будут использоваться для проектов в цифровой экономике. Прошло 2 недели. И еще одна новость, идеально укладывающаяся в направление, которое предложил юрист по образованию. 29 октября пресс-служба компании ЕТЭК, Якутской топливно-энергетической компании, официально известила о том, что еще один центр цифровых технологий появится в еще более экзотическом месте, чем Магаданская область, в центральной Якутии, в поселке Кысыл-Сыр. Красная Горка в переводе с якутского. Не слышали о таком? А это ведь газовая столица Якутии. Месторождение обеспечивает газом столицу республики с 1967 года. Якутск в советские времена был единственным газифицированным населенным пунктом Дальнего Востока. И первый магистральный газопровод, проложенный в условиях вечной мерзлоты, это трасса от Кысыл-Сыра до Якутска. По якутским меркам маршрут коротенький, даже 600 километров не набирается. Но именно отсюда родом технология, которая в наше время обеспечивает поставку газа с Ямала в европейскую часть России и в Европу, поставку газа с Ямала на Ямал-СПГ, поставку газа в месторождение полуострова Гыдан на Арктик-СПГ-2. Новая владельца Якутской топливно-энергетической компании, команда компании А-Проперти, взялась за активную геологическую разведку на всех своих лицензионных участках. И на сегодня объем добываемых ресурсов составляет почти 775 миллиардов кубометров. И это, похоже, еще не конечное число. А Якутску в год требуется около 2 миллиардов кубометров. То есть, это те самые запертые ресурсы, о которых говорил президент в самом что ни на есть чистом виде. ЕТЭК решила временно отказаться от своего СПГ-проекта, чтобы поставлять газ для той самой цифровой экономики. Будет ли это центр обработки данных или что-то еще, решат неназванные пока партнеры ЕТЭК. А сама газовая компания будет заниматься своим делом – добывать, очищать и поставлять газ для будущих электростанций. Пионерский проект – 200 мегаватт, общий план – 2000 мегаватт. Для чего потребуется добывать и поставлять 7,6 миллиарда кубометров газа в год. Только этот проект явно еще более многоплановый, чем в случае Росгидро, которая для цифровой экономики будет поставлять электроэнергию, вырабатываемую на ГЭС. 200 мегаватт электрической тепловой генерации, даже при самых распоследних по уровню газотурбинных технологиях, это не менее 300 мегаватт энергии тепловой, при проектных 2000 мегаватт в 10 раз больше. Так что сомневаться не приходится. У поселка Кысыл-Сыр с населением чуть менее 3000 человек появляются очень интересные перспективы. Одной цифровой экономикой проект ограничить не получится. Примеры Росгидро и ЕТЭК, на мой взгляд, наглядно показывают уровень понимания новых тенденций в энергетике со стороны Владимира Путина и, к сожалению, явное отставание с реагированием на них со стороны Министерства энергетики. Причина, опять же, только на мой взгляд, в той самой узковедомственной заточенности работы Минэнерго. Причем это не его вина, а его беда. Примеров подобного рода куда больше. Можно немалую коллекцию набрать. Можно критиковать министерство, его энергетическую стратегию целиком и отдельное ее положение. В принципе, многие этим и занимались сразу после утверждения энергостратегии. А в последнее время уже и критика стихла. Похоже, экспертное сообщество окончательно смирилось с тем, что гора родила мышь. То есть, очередной документ как бы стратегического планирования, который реально ничего не несет. Но мне кажется, да что там, я уверен, что настало время использовать стародавний, традиционный, никогда не подводивший инженерный принцип. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. В России немалое число экспертов в отдельных отраслях энергетики, глубочайшим образом разбирающихся как в тактических, так и в стратегических нюансах. Экспертов независимых, то есть не связанных корпоративными и ведомственными интересами, имеющих собственное мнение и умеющих его отстаивать. Только вот ведь какая проблема, на мой личный, конечно, взгляд. Независимые эксперты есть, а независимого экспертного сообщества пока нет. И любезное сердцу нашему господа чиновники этим активно пользуются. Разрабатывают серьезные документы безо всякой оглядки на другие мнения. Какой резон принимать во внимание что-то там стороннее, если это голоса одиночек, которые наши уважаемые СМИ, если и публикуют, то где-то на самых последних страницах и мелким шрифтом? Может быть, настала пора, что называется, выйти из тени? Я не предлагаю разрабатывать некую альтернативную энергетическую стратегию. За основу вполне можно брать уже утвержденную правительством, но расширить ее узковедомственные рамки. Нельзя размышлять о развитии топливно-энергетического комплекса, опасаясь затрагивать рамки, выстроенные Министерством финансов, стесняясь затрагивать зоны интересов Министерства промышленности и торговли, транспорта, экономического развития.
Какая такая энергостратегия, если в ней не рассматриваются проблемы, задачи и перспективы энергетического и электротехнического машиностроения, логистики нашего пространственного развития, сотрудничества с граничащими с Россией странами, со странами СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, если не оценивать возможные технологические и организационные маневры в сложившейся вокруг нашей страны обстановке? Энергостратегия 2050 – это одна точка опоры. Комплексный, надведомственный подход разработчиков плана ГЛРО – вторая. Памятуя о том, что жизнь дается один раз, а потому нефиг стесняться, предлагаю всем заинтересованным откликнуться на предложение общими усилиями разработать концепцию плана ГЛРО 2.0. Название, конечно, условное. Работа большая. Нефть, газ, уголь, гидроэнергетика, энергетика атомная и возобновляемая, внутренний и внешний рынок, производство СПГ, переработка первичных энергоресурсов, непочатый край геологических вопросов. В одиночку такое не делается. Но главное, как говорил первопоследний президент СССР, начать. Глаза боятся, а голову-то помнят, знают и умеют. Все контакты в закрепленной записи. В Телеграме и ВКонтакте ваш покорный слуга под собственным именем. Давайте попробуем, терять там особо нечего. Очень надеюсь, что предложение будет услышано, а тема продолжена.